Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И сегодня, я думаю, будет очень длинное видео, потому что сегодня слепые затесты. Напишите в комментариях, как вы относитесь к слепым затестам, нравится, не нравится, смотрите, часто, не часто. Очень интересно ваше мнение, потому что я обожаю сама в них участвовать, но смотрю крайне редко, крайне редко. Так, что у меня вот здесь вот чай. Это чай с ароматом тирамису и молоком. Мой муж говорит, что это странно пить чай с молоком, но вот у меня в семье всегда так делали, и для меня это нормально, это вкусно. Не знаю почему. Почему кому-то может казаться, что что-то здесь не так. Вот, украшение. На мне сегодня вот такое украшение, и оно от Тани Шеремет. От нее же слепые затесты. Так, про украшение могу сказать следующее. Вот, это, наверное, название, да, бренда. Единственное, что я знаю, потому что, это подарок. Таня, если смотришь меня, я счастлива, и я не могу это описать словами, да, это не просто я счастлива, я себя чувствую, как будто бы я ребенок, и вот эти эмоции, они настолько меня переполняют, что подобрать слова мне лично сложно, хотя я хорошо знаю русский язык, я знаю много разных слов, но тут, наверное, подходит какое-то слово «безграничное счастье». Это так приятно, это настолько поддерживает, чувствуешь какую-то частичку тепла из того места, по которому я очень скучаю. Вот, поэтому, это для меня, да, не просто какая-то такая материальная вещь. Это как будто бы мы с Таней встретились и прям обнялись, я почувствовала ее тепло физически. Все, друзья, сейчас у меня слезы навернутся на глаза. Я не хочу. Давайте, слезы счастья, вы понимаете, да? Давайте перейдем сразу к слепым затестам уже. Сейчас я немножечко чаю глотну. В общем, и сказала, да, Тань, спасибо. Я просто, знаете, иногда вот что-то говоришь такое глобальное, какое-то простое слово, простое выражение и забудешь сказать. В общем, Таня, спасибо тебе большое за эту посылку, за всю, и за украшения, и за слепые затесты, и много-много ароматов. Друзья, я сниму еще видео, расскажу про все ароматы, которые Таня мне прислала. Это просто потрясающая подборка. Смотрите Танины блоги. Влоги у нее потрясающий вкус. И в парфюмерии, и, как вы видите, в украшениях. И, кстати, у нее есть обзоры магазинов, актуальные коллекции. Все можно там у нее на канале найти. И часто влоги из путешествий. Все вам рассказала. Давайте. Немножко хаотично, да, все у меня. Это слепые затесты. По мне, так слепые затесты должны быть такими хаотичными. За этим мы их и смотрим. Никакой структуры. Здесь 10 ароматов. Вообще есть два варианта. Либо видео будет очень быстрое, либо я буду долго мучиться и гадать. Я не знаю, есть ли тут что-то вообще знакомое мне. Мне прям интересно. Я вот при вас открываю эту посылку. То есть я, честно, не носила. Может, потом какие-то ароматы я буду включать в подборки, о них рассказывать. Но мне хотелось прям вот такой хардкор устроить. Прям, чтобы вот при вас в первый раз знакомиться с ароматом. Очень все хорошо упаковано. Посылку мне привез муж. Он все довез аккуратненько. Все ароматы в целости и сохранности. Так, значит, тут есть номера, я так понимаю. И мне надо искать номера на сэмплах. Давай, открывайся, пожалуйста. Так, Нет, надо начинать с первого. О, единичка.
единичка, вот тут запакованный, видите, запакованный. Тут название, наверное, чуть-чуть просвечивает. Я вижу там, мне кажется, флакон будет. Ну, видно, что распечатано. Прям все очень красиво. Так, ну что ж, у меня блотеры есть специальные. Давайте. Конечно, какой минус, да, всегда в слепых затестах, вот почему я к ним так довольно скептически обычно отношусь, потому что вот мы чувствуем верхние ноты, да, а потом, как аромат открывается, мы уже ведь и не знаем. Тут что-то пудровое, но в то же время какая-то зеленуха просвечивает. То есть вот первое, что мне показалось, что это L'instant Magic, очень похоже на него. То есть такая пудра. Но там есть еще миндаль. Я знаю, что Таня не любит миндаль. Как у нее мог оказаться аромат с миндалем? Свежий, пудровый, с зеленью, ирис. Так а может быть это Prada Infusion de Riz? Да, это однозначно Prada, что-то из нее, из этих вот инфузионов, из настоек. De Riz или у нее есть еще что-то прям миндальное. Называется, не помню название, но там в переводе это что-то миндальное. Но Таня не любит миндаль. В общем, похоже на Infusion de Riz от Prada. И сейчас я поняла, что Infusion de Riz от Prada похож в начале, в старте на L'Instant Magic от Guerlain. Ну что, друзья, открываем. У меня нет больше вариантов. И зелень. Вот зелень мне как раз туда все-таки к L'Instant Magic, к L'Instant говорю, к Infusion de Riz от Prada. Ну что, давайте, пожалуйста, будь. Нет, все-таки это Amande de Prada, горький миндаль. Все-таки это он. Он очень похож на Infusion de Riz. Миндальный, ванильный, пудровый. И он очень похож на L'Instant Magic от Guerlain. Да, я помню, я его тестила, он мне понравился. И я еще думаю, на себя нанесла, и еду и думаю, блин, какой классный аромат, какой он классный. Ну что-то мне напоминает, И я вспомнила, что L'Instant Magic. Но L'Instant Magic, он слаще. Он намного слаще, намного больше ванили, но вот в начале они очень похожи. Тут просто добавляется зелень, и миндаль там, кстати, есть. Видимо, это такая миндаль, которую даже люди, которые не любят, они могут носить. Так, второй аромат. Так, я уже открывать собралась. Подожди. Что прям в азарт вошла. Не, все-таки слепые затесты, вот именно самой их, так сказать, снимать, делать, производить мне нравится. Мне немного неинтересно смотреть, как человек долго угадывает. Еще я всегда думаю, а как он вот верхние ноты почувствовал, что он вам скажет? Что вы от него ждете? По верхним нотам узнать? Я говорю, что вот этот верхних чем-то похож, и на Infusion de Riz похож, потому что здесь вернемся на шажочек назад, потому что здесь, например, гелиотроп есть. Но здесь ирис есть. Вот я вам отвечаю. Тут есть ирис. Однозначно он тут. Хоть и не заявлен. Кстати, анис заявлен в L'Instant Magic в первой версии и в последующих до вот самого обновления всегда там был анис. Сейчас, мне кажется, они его не пишут, но он там есть. Ой, так, давайте. Мне кажется, хаос продолжается, друзья.
Я не часто делаю слепые затесты, поэтому у меня пока нет никакой структуры. Интересненько. Что это сладенькое? Что-то сладенькое. У меня какая-то, как будто есть малина, дерево, роза. Там как будто появляется что-то такое косметическое. То есть какая-то нота неопознаваемая мной. Вот обычно такая нота, она и есть, так сказать, вся соль аромата. Вот так, когда ты носишь, именно ее ищешь. Что-то такое, как будто даже клюквенное. Блин, чем-то мне напоминает розу Берберанса от Ланком. Ну, Таня мне прислала пробник его. Ну, чем-то он напоминает мне розу Берберанса, но она, опять же, я ее носила на себе, и я ее знаю в раскрытии уже. А по верхним нотам можно и не угадать. Потому что в розе Берберанса вот начало такое, а потом появляется прям такая однозначная пудровость, помадность. Прям ланкомовская, да, я узнаю вот эти вот отдушки Ланкома. Отдушки звучит как-то некрасиво, потому что аромат прям очень красиво косметически звучит. Роза, то она придает аромату вот косметичности, да, она именно такая, как используют в косметических отдушках. Не нравится слово отдушка, оно как-то, да, удешевляет. Но это в хорошем смысле. Другого не подберешь слова. Ну что, давайте открывать. Так, где у нас номер 2? Ой. Так, это Pink Boa, Стефан Умбер Лукас, 3 семерки. Ну что, тут есть черная смородина, бергамот, розмарин, малина, водка, базилик, мускус, сандал. Мне, кстати, кажется, или нет, не знаю. В розе Берберанса, так как она мне очень понравилась, но ее сложно найти, очень сложно. Я смотрела, может, есть какие-то ароматы, которые могут ее заменить, быть хотя бы близкие. И там был какой-то Стефан Умбер, но я не уверена, что этот. Этот, я так понимаю, розового цвета. Вот этот флакончик, видите? Господи, давай, закрой. Вот. Вот. А водка здесь есть. Надо на себе поносить. Аромат очень интересный. Водки никакой я не чувствую. Ну, по мне так водка неприятно пахнет. Извините, любители, если кому-то нравится этот аромат, но я вообще его не выношу. А малинка прям такая яркая, причем мне нравится. Я не фанат малины в ароматах, но здесь она такая классная. Отвезу Ульяшке попробовать, она тоже не фанат, а малины прям антифанат. Не нравится ей в ароматах малина, но я всегда люблю, когда, вот, допустим, тебе не нравится груша, но вот мне не нравится груша, но в визе от Робер Пиге я прям ее люблю. И в этих диких грушах от Монталя мне прям нравится. Но в принципе я ее не переношу нигде. И вот точно так же, допустим, вот миндаль, да, Таня не любит миндаль, я это знаю. Но вот этот ей аромат нравится. Я знаю, что она его в Венеции, по-моему, купила. Так, ну давайте дальше. Номер 3. Так, вот 3-й листочек потом откроем. Очень интересно. Вообще у нас с Таней довольно разные коллекции, поэтому я так думаю, что многие ароматы я, ну, может, где-то тестила, но, возможно, у меня их, скорее всего, и нет.
Да, давай, пожалуйста. Это я не от аромата так отшугнулась. Это я просто, когда очень близко его подносишь, на самом деле не чувствуешь его шлейф, и аромат надо именно вот так вот чувствовать. И это что-то очень знакомое. Очень похоже на первый затест на Intense кафе от Монталь, но какая-то есть нота не Intense кафе. Не знаю, что это. Мускус. Мускус. Ну, возможно, здесь есть кофе. Ну, я перечисляю то, что есть в Intense кафе, да, это моя хитрость, раз мне похоже. Но аромат не такой сладкий. Даже вообще не сладкий. Какой-то как будто бы... Может, тут какой-то фрукт есть. Так, смотри. Мне все время кажется, что когда эти мои жирафы тут сидят, все смотрят на жирафов, а не на меня. Роза. Тут должна быть роза. Мгм. Какая-то неопознаваемая нота, возможно, мускус, возможно, какая-то молекула. Как будто есть какая-то нота утюга. А, Зелень какая-то, может быть, бамбук, дерево. Я вообще не знаю, я теряюсь. Даже, вы знаете, так сложно описать, вот он свежий или все-таки кто к нам пришел? Тихушка. Он не, я бы не назвала его свежим, но в то же время и сладким я его не могу назвать. Загадка. Вообще, вот только в первых каких-то вот нотах мне показалось похоже на Intense кафе, но скорее у Intense кафе что-то есть вот отсюда, что не дает Intense кафе свалиться полностью в какую-то невыносимую сладкий аромат, невыносимо сладкий. Вот это вот что-то есть. Но тут нет вот, конечно, этих сладостей таких. Я говорю, я вот, если бы меня заставили, да, пытали бы, и чтобы я на фрагрантику написала, свежий это аромат или там какой-то еще, я бы, наверное, не смогла. Вообще, короче, я не знаю. Я точно не знаю этот аромат. Не знаю. Чувствую только розу, мускус. Ну, что-то вот есть там. Может, есть кофе все-таки, но не сладкий, если он там есть. Дерево какое-то. В общем, я сдаюсь. Я сдаюсь, я не знаю этот аромат. Интересно. Но я не знаю этот аромат. Или знаю. Серьезно? Я знаю этот аромат. Тут, короче, тут есть роза. Дикая роза и мирра. Это Hermescence Myrrhe Elegante от Hermé. Так, вот, друзья, я не уверена, что я его знаю. Какой-то я вот из этой коллекции точно с розой пробовала аромат. Короче, ну тут я читала про него. Тут
Такая роза, похожая больше на шиповник. Ну вот розу я чувствую. И я почему-то чувствую мускус. Я не знаю, как мирра, как она пахнет. О, Господи, это 3 аромата. Все, друзья, готовьтесь, готовьтесь. Это надолго. Все, я не буду дальше так гадать. Не знаю, не знаю. 4. Мне нравится этот аромат. Тут, знаете, есть как будто как что-то такое, то ли книга, причем это не какая-то вот свеженапечатанная, а такая библиотечная книга. Ой, я вообще в библиотеке сейчас. И там все ароматы вот в библиотеке. И как будто бы, да, кто-то в этой библиотеке еще в каком-то аромате цветочном. Что у меня кошка бегает? Тихо, ты чего? Какая-то нервная. Для меня это просто аромат библиотеки, причем аромат библиотеки в Париже есть, у них там такая старинная, очень красивая библиотека с полками огромными книг, сами полки тоже старинные, антикварные, все очень красиво, помпезно, ну, такая парижская библиотека. Я вообще не чувствую каких-то нот. Ну, давайте, раз там, ну что там, дерево тогда. Но дерево не свежий спил, а какое-то уже такое пропитавшееся ароматами книг. Какой-то почему-то этот сургуч, да, который вот на почте. Так, как бы могли назвать эту ноту маркетологи? Какой-нибудь ладан, кстати, да, ладан какой-нибудь, амбра. Это я просто придумываю, думаю, ну не сургуч же они назовут ноту, наверное, назовут как-то ладан ее, амбра, дерево. Если цветы какие-то, скорее всего, тут белые цветы. Какой-нибудь жасмин, я не знаю, магнолия. Но для меня это просто библиотека. Старинная, помпезная, роскошная библиотека, где очень много людей поумнели, защитили диссертации, стали учеными, всемирно известными, адвокатами, журналистами, президентами. Apple Brandy. Здравствуйте. Ну что, тут кардамон, бергамот, Apple Brandy on the Rocks by Kilian, да, договорю уж. Кардамон, бергамот, яблоко, ром, бренди, ананас, ваниль, мох, амброксан, кедр. Не знаю. Я не согласна. Переделайте пирамиду. Маркетологи, вы вообще не угадали. Еще раз перенюхайте этот аромат и поймете, что вы не правы. Вы не правы. Я сказала сейчас верную пирамиду. Если вы меня смотрите, маркетологи Килиан, записывайте. Так, номер 5. Ну, это, кстати, очень классный аромат. Он такой успокаивающий, ну, вот, который сейчас был, Apple Brandy, успокаивающий. Такой какой-то стабильный. Если бы я встретила мужчину в этом аромате, я бы, наверное, в него, не знаю, влюбилась или нет, но если бы у нас были отношения, что я несу? Допустим, это не я, кто-то. В общем, если меня смотрят мужчины, и вы хотите как-то преподнести себя как стабильного и респектабельного, претендующего на какие-то регалии в научном мире или вообще в принципе, да, в обществе какую-то значимость, вот этот аромат. И
как бы, если вы женщина, то все то же самое. Все то же самое. Я не знаю, зачем я именно сейчас к мужскому его отнесла. Нет, там он какой-то реально унисекс. Библиотека открыта для всех в наше время. Ой, я не знаю. Что-то знакомое. Я хотела сказать, что я не знаю, но что-то знакомое. Мне кажется, я знаю этот аромат. Да, мне кажется, я его знаю. Что-то такое, тут есть немного такое сандально-укропно-рассольное, цветочное. Сейчас я пивну чай. Мне напоминает бронз Годес в туалетной воде, от которой я, к сожалению, избавилась, да, поменяла ее на другой аромат. Поэтому, может, кокос. Опять я хитрю, да, потому что так как мне напомнила ту пирамиду, я знаю. Кокос, какие-то белые цветы, рассольный сандал. И аромат теплый, да, он теплый. Бергамот. Возможно, бергамот здесь есть. Теплый, и какая-то тут есть такая нота. Не знаю, что это. Это либо мускус такой, либо кашмиран. В кашмиране есть вот этот аспект мускуса, который делает аромат таким немного мягким, пушистым. Вот что-то тут такое есть. В общем, я не буду пытать вас и себя. Давайте откроем. Видео очень длинное. Так, номер 5. О, ничего себе. Вот ты какой. Это Another 13 от Le Labo. Вы знаете, я его тестила на блотере один раз. И мы были в парфюмерном отделе, там много-много всяких корнеров. И я его вообще тогда на блотере просто не ощутила никак. То есть мне нанесли, я взяла, и я не почувствовала. То есть другие ароматы его просто забивали. Угу. Так, ну что здесь? Здесь груша, яблоко, цитрусы в верхних нотах, в средних амбретта, амилсалицилат, мох, жасмин и база Исей Супер, Сеталокс, элевитолит, амбретолит. Тут вообще вся последняя строчка написана по-английски. Я так понимаю, что русских аналогов нет, русскоязычных. Тут какая-то полностью база молекулярная. Мне кажется, вот этот амилсалицилат, я его видела уже в аромате Juliette Hessegan. И это вот тот ингредиент, который добавляют в ароматизаторы кремов для загара. Возможно, это он дает вот это вот ощущение немного рассольности. По картинке непонятно. Жасмин. Жасмин. Очень интересный аромат. Я рада, что у меня есть его такая перминька. Я его поношу. Он очень интересный. Мне он очень нравится. Я обожаю. Тут хоть и не заявлен сандал, но для меня вот эта какая-то рассольность, она от него, и он, мне кажется, очень сексуальный. Он будет так близко к коже с одной стороны, а с другой стороны вот этот какой-то легкий такой шлейф от него будет. Так, все, мы на середине, друзья. Мы на финишной, не прямой. Мы сейчас перейдем экватор. Ну, я думаю, что я все-таки что-нибудь буду вырезать, потому что очень, да, получается длинно.
Видите, у меня все за окном солнце ушло. Так, номер 6. Номер 6. Номер 6. Сейчас найдем блоттер. Ой. Таня, я тебе хочу сказать, что это какие-то американские горки для меня, потому что ароматы настолько разные. Только что был такой он теплый, рассольный, а сейчас для меня это какой-то холодный и вообще из другой серии, да. Они очень разные и очень сложные. И как-то, знаете, я так прям чувствую, как усложняется задача. Опять чувствую что-то такое непередаваемое. Опять как будто что-то молекулярное. Какая-то нота то ли древесная, то ли мускусная. Цветы вот очень похожи на вот это вот современный такой тренд, когда верхние ноты уже сейчас практически они слетели. Мне кажется, что здесь были какие-то фрукты, ягоды, цветы, но легкие. И остается база, которая уже сейчас, да, громче, чем все, что было. Типа ладана, типа мирры. Что-то такое, что есть в шалимаре, в классическом шалимаре от Герлен. Что-то, поймите меня правильно, тут вообще далеко не шалимар, а вот это вот то, что иногда путают с покрышками, да, то, что называют покрышками в шалимаре. Но там по-другому сделано. Ну, я все, я не буду никого больше пытать, ни себя. Я не знаю, что это. Не, я не знаю этот аромат. Это что-то 100% нишевое. Откроем. Мне самой интересно, я не понимаю. Может, еще роза тут есть, кстати. Или желтые цветы. Что-то вот настолько для меня непонятное. Не знаю, может, потому что уже 6-й аромат. Я не знаю. Давайте посмотрим. Мюглер. Мюглер, наконец-то и мюглер. Слива Мирабель и табак. Наути фрути. Наути фрути мюглер. Это, видите, да? Это, я так понимаю, какая-то лимитированная линейка мюглера. Господи, как же приватная линейка лимитированная. Мне кажется, что вот их сняли с производства. Но все равно, вот даже знаешь сейчас, что слива это не те сливы, которые у меня есть. Допустим, от Нарцисса Родригес, Маск Нуар, или у Килиана есть аромат со сливой, не помню его название. Алена Ахмадулина. Не похоже. Совершенно другая слива. Я чувствую просто фруктовость. Так, 7-й аромат. Это похоже на... Мне это напоминает на аромат от Фрагонар. Не помню его название. Арбуз сладкий. Цветы, может, роза. Тот аромат назывался как-то Амор, что-то такое, по-моему. Фрагонаровский. Прям арбуз. Прям арбуз такой сладкий, яркий, какие-то, может, еще фрукты, цветы, но без какой-то конкретики.
Персик, может быть, еще есть. Прям такой взрыв фруктовый. Но, как вы понимаете, арбуз не самая такая нота натуралистично звучащая, да? Медовость. Как будто арбуз медом полили. Может, какие-то... Заюшка, заюшка моя сладкая, что ты там? Чего ты, кис, надоело тебе, да, что я тут снимаю? Это мое второе уже видео за сегодня. Медовое, будет медовый арбуз. Может, еще персик туда. Не знаю, там, наверное, есть какая-то база еще. Но мне кажется, что это на коже должно быть открыто. Какой-то номер? 7. 7 номер. Ну, вы знаете, все ароматы хочется поносить на себе. Вот честно. Что, мой хороший? Тихо. Видите, кошку что-то потеряла? Ты одеяло свое потеряла? Ну, вон там лежит. Ты мерзнешь? Иди к нам. Иди, посиди со мной. Иди. Иди, посиди со мной. Да? Кошка мерзнет. У нас холодно. Иди, мой сладенький. Мой сладенький. Давай посмотрим, что за аромат нам там на 7 пробирочку налила. Лё десей и семияки. Ну, дыня. Ну, ладно. Дыня, арбуз. Они все как-то одинаково сделаны. Лотос, дыня, фрезия. Розовая вода, роза. Колонн. Это какая-то молекула. Цикламен. Цикламен. Это какой-то мен, который такой зациклированный, цикличный, приходящий, уходящий. Муж на час. Ландыш, лилия, что я несу, водяной пион, гвоздика, мускус тубероза, экзотическая древесина, османтус, кедр. Османтус, лотос, османтус в базе. Ну, еще чем-то мне... это лотос так звучит, точно. У меня еще есть один аромат с лотосом. Вот теперь знаю, как звучит лотос. Так слегка водянистый и пластиковый для меня. Ну, интересно. Интересно, знаете, чем-то мне напомнил императрицу, но я даже об этом не сказала, потому что я была уверена, что это не она, я ее знаю, но чем-то мне напомнил вот этим арбузом, дыней. Маркетологи абсолютно не умеют писать пирамиды. Я считаю, там больше на арбуз похож, на такой свежий арбузик. Вообще аромат именно свежий. Вот иногда однозначно можно сказать, что свежий. Пам-парам-пам-пам. 8. Ну, мне все-таки нравится, друзья, снимать и ставить такие над собой эксперименты, как слепые затесты. Не знаю, насколько это интересно смотреть. Что-то такое конфетно, ягодное. Мне кажется, что я знаю этот аромат. Либо что-то на него очень похожее. Возможно, это мюглер. В любой непонятной ситуации вспоминай мюглера. Пралине. Тут есть, правда, какое-то ощущение пралине. Вот так вкусненько. Может, что-то немножко напоминающее тирамису, какой-то десерт с кофе. Но в то же время там есть и какой-то ягодный сироп или варенье. Какие ягоды? Я бы сказала, что это какие-то вообще, знаете, малина. Может, малина. Ну вот именно как сироп. Черника.
что-то такое. Черная смородина, но именно вот уже с сахаром, уже варенье. Пралине, бисквит. Очень вкусно. И какая-то нота. Может, тут дерево есть. Что-то древесное. Сладкое, очень сладко, очень вкусненько. Все, давайте открывать. Я все это, у меня вы не представляете еще там, сколько ароматов Таня мне прислала. Я все это буду носить. Жидкость, кстати, такого цвета персикового. Может, тут есть, может, это персиковое варенье? Может, и персиковое. Вот такая вот история. Абрикосовая, может быть, с косточкой абрикосовой. Я не знаю этот аромат. Это La Maison de la Vanilla Noir Тосканы Ванилья Райсин. Не знаю этот аромат. По картинке, видите, мне кажется, что это продается в Золотом Яблоке. Стоит 6 472 рубля со скидкой 20%. Все, что написано, я прочитала. И хит продаж. И знаете, не зря аромат, правда, очень классный. Очень вкусный. Здесь мед, экзотические фрукты. Ну да. Вот теперь я чувствую мед. Вот эти маркетологи молодцы. И виноград. Точно это виноград. Ну вот, ой, да, однозначно. И вот это сочетание винограда и османтуса немножечко, вот я поняла, немножечко напоминает что-то от Линтердит из вот этой линейки от Живанши Линтердит. Вот виноград тут такой же, но вот если там прям такой свежий виноград, то тут как будто бы он... Я никогда не ела виноградное варенье, но тут как будто бы ой, прям есть захотелось. Виноград уже засахаренный. Очень вкусненько. Хочу этот аромат. Хочу этот аромат. Дайте мне этот аромат. Я его поношу. Да, виноград. Интересно, он похож на мюглер или я просто уже рандомно мюглер говорю. Так, девятый. Да, девятый. Очень классный аромат. Это я не отшугнулась, друзья. Это просто, опять же, вот такое желание прям вот туда засунуть, вот прям близко-близко. Но это плохое желание, да. На самом деле сначала надо шлейф ощутить. Что-то зеленое, древесное. Опять же, у меня есть вот это ощущение немного рассольности и молекулярности, как будто тут опять какие-то молекулы пошли. И какая-то есть свежая нота прям. Я не знаю, как ее передать словами. Прям это холодный такой воздух. Возможно, с моря. С какой-то зеленью. Но это не вот аромат, когда ты в отпуске это чувствуешь. Это аромат, когда ты это чувствуешь вот сейчас, когда холодно, ты гуляешь по морю, да, там нет вот этих ароматов крема для загара, да, которые сопутствуют отпуску, а именно ты просто гуляешь, холодно, и какой-то вот аромат холодного ветра с моря, с таким каким-то минеральным аспектом. Ну, какие-то есть цветы. Скорее всего, это белые цветы. Жасмин, фрезия, что там еще? Белые цветы. Османтус нет, не османтус, не тубероза. Какой-то белый такой свежий цветок.
Аромат холодный, холодненький, ледяной. Но, опять же, есть вот эта вот солоноватость в нем. И вот она, не дает ему превратиться в какой-то, знаете, прям чтобы аж на физическом уровне замерзнуть от аромата, да, нет. Как будто ты идешь по морозу, но тебя согревает какой-то вот такой древесно-теплый, слегка рассольный аромат. Может, тут есть кожа? Не знаю, не уверена. Замша. Не уверена. Короче, мне кажется, он должен на коже открыться, он на блотере. Друзья, простите, я понимаю, тут уже конец видео. Тут те, кто еще досматривают, уже думают, давай уже скажи нам. Это Santal Greenery Dries Van Noten. Мне нравится. Мне очень нравится инжир, лист фиалки. Вот лист фиалки, зуб даю. Лист фиалки дает это ощущение этой, которую я назвала, минеральности. Это именно такая холодно-зеленая минеральность. И всегда вот от него есть ощущение свеженапечатанного листа газеты, журнала, как в Ганимеде. В нем тоже очень громкая эта нота. Цитрусы тут, такие. Да, не придает свежести. Инжир, вот я не знаю. Вот сандал я чувствую очень хорошо. Сандал очень хорошо чувствую. Мне нравится. Как мне нравится. Я говорю, тут американские горки. Тут только что до этого был такой сладенький, прям аромат такой вкусный, согревающий. И тебя потом раз такой рассольный, минеральный сандал. Это незабываемые ощущения. Так, друзья, номер 10. И мы теперь уже прям в финале супер игры. Интересно, куда сейчас мы попадем? Таня, спасибо. Вот такое, знаете, сладкое, холодное, соленое, сладкое. Вот тут что-то сладкое, по крайней мере, в начале, на старте. Очень-очень интересное. Вообще все ароматы, конечно, очень интересные. Я не знаю этот аромат. Тут какая-то есть медовость, фруктовость. Вообще, вот честно скажу, угадывается, что это все ароматы в духе, так сказать, во вкусе одного человека, хоть они и очень разные. Но их объединяет, что они не тривиальные, они с какой-то картиной. Прям у тебя какие-то картины рождаются, когда ты эти ароматы пробуешь. И везде практически маркетологи какие-то дураки. Они какие-то ноты там стараются, указывают, но часто вообще это не то, что я так не угадала. Правда, ароматы... То есть я понимаю, что они что-то должны были написать в пирамиде, но ароматы все-таки именно рождают целые картины. Это прям... Это искусство. То, что вот называется, это искусство. Да, блин, я знаю, мне кажется, я знаю этот аромат. Медовость, фрукты, но если фрукты, то это не какие-то свежие. Скорее всего, это уже какие-то сухофрукты или вот фрукты, которые используют уже в десертах, да, как-то приготовленные. Специи, ваниль. Ваниль какая-то такая не бурбонская, а вот гурманская, но хорошая. Знаете, бывает такая ваниль, ты такой думаешь, а это нет. Это вкусное,
Ваниль. Цветы. Белые. Ну все, открываем. Я больше не могу, мне уже, честно говоря, к 10-му аромату я уже немножечко не так хорошо соображаю. Килиан. Я так и думала. Я так и думала, что это Килиан. Ну вот так я и думала. Почему я не сказала? Ой, ну пирамида тут, конечно, прям огонь. Нероли, бергамот, розовый перец, кориандр, цветок апельсина, жимолость, жасмин, ирис, роза, и в базе сахар, карамель, ваниль, мускус, цибетин, лабданум. Love, don't be shy от, видите, от Килиан. А я знаю, что Таня очень любит этот аромат. Но да, тут есть нероли. Вот Килиан вот здесь вот очень хорошо поработали маркетологи. Тут правда есть нероли. Не знаю, почему я их сразу не почувствовала. Они прям ощущаются в начале. Тут нет меда, но вот сахар и карамель у меня как мед звучат для меня. Ну вот, ведь мне еще в голове крутилось, что очень похоже на что-то Килиан. Очень. Я Love Don't Be Shy пробовала один раз. То есть я нехорошо знакома с этим ароматом. Вот, поэтому нормально, что я его не узнала. Но почувствовала, что что-то знакомое. Потому что, в принципе, у Килиан ароматы вот из этой серии, да, у них там по линейкам делятся. Это, по-моему, называется не линейка, что-то там наркотик, что-то у них на сайте. Вот, и эта линейка, они вот, ты угадываешь, что это Килиан по ней. Ой, друзья, вы не представляете, уже это видео будет, не знаю, 40-50 минут, очень длинное. Но слепые за тесты. Слепые за тесты. Они такие, все. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо всем, кто смог досмотреть это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Оставлю канал Тани. Вы видите, у человека отменный вкус абсолютно во всем. Поэтому, если вдруг вы не знаете Таню, вы обязаны ее узнать. Все, друзья, всех целую, обнимаю. Всем хорошего настроения, всего самого доброго. Пока-пока.